Всем привет! Давно хотела сшить себе косынку с козырьком, или козырек, или бандану, но несколько изделий шить не хотелось. Я тут подумала на досуге и решила сделать два в одном. Изделие, которое можно носить и как козырек, и как косынку с козырьком. Для козырька у меня нашлись остатки от летних штанов. Это хлопок стопроцентный, не джинсы. Ну, очень похожи на джинсы. Как раз то, что мне нужно. Для косынки я буду использовать тоже хлопок вот такой. Как мне кажется, он хорошо здесь подходит по цвету. Ну, можно использовать и другую какую-то ткань, хлопчатобумажную, какого-то другого цвета. Смотрите сами, какая вам придется по душе. Сначала нужно сделать выкройку козырька. Ее я делаю по старому козырьку, который я выпорола из какой-то кепки. Он у меня давно лежит. Я его вот так вот приложила, обвела. И поскольку он не широкий, здесь у него 5,5 сантиметров, я его вот таким образом пошире отвела. И провела еще раз линию. Сейчас я обведу линии маркером, чтобы вам было видно. И проставлю все размеры, чтобы вы могли тоже эту выкройку перерисовать. Может быть, потом как-то видоизменить. Может быть, козырек пошире сделать. Ну вот, да, вот в этом направлении или в этом направлении пошире сделать. Вот я покрупнее сделала. Смотрите, ширина 20 сантиметров. Можно строить в зеркальном, так сказать, отражении, да, половинку строите и затем уже по ней кроите, вот здесь вот делаете сгиб. Ну, поскольку у меня козырек такой вот цельный, поэтому я сделала вот такую полностью раскладку. 20 сантиметров здесь, 6 сантиметров здесь, вот здесь вот по диагонали 45 градусов, 7 сантиметров и туда дальше уходит на нет. Ширина козырька 8 сантиметров. Здесь вот я померила, у меня 3 сантиметра. Вот от этого угла, да, если вот прямоугольник чертить. Ну и здесь, соответственно, 14. Долевая нить проходит вот таким образом. Детали козырька я выкроила. Это верхняя, это нижняя деталь. По этим срезам я сделала припуск 1 сантиметр. У верхней детали здесь 0,75, здесь 0,5. Метки по центру детали я также уже сделала. И смотрите, что у меня получилось. За счет того, что я сделала припуск поменьше на нижней детали, у меня нижний козырек получается меньше размером. Сейчас я буду стачивать вот эти срезы, вот эти две детали. И буду совмещать срезы. При этом нижнюю деталь козырька я буду слегка растягивать, чтобы у меня центральные метки сошлись, чтобы у меня здесь тоже потом в конце сошлось. Благодаря этому козырек у меня приобретет вот такую форму закругленную. То есть он будет не вот так вот ровно, а вот так чуть-чуть. Детали я стачала, видите, получается, что он сам по себе загибается. Теперь вот эти припуски я подрежу ножницами зигзаг, не очень близко. Строчку я выполняла на расстоянии 0,5 от края, то есть ориентировалась по нижней детали. Ну, я припуск делала там 0,5. 0,5 я и отступала. Несмотря на то, что детали у меня продублированы флизелином, я сюда буду делать, конечно же, вкладыш жесткий, чтобы у меня козырек держал форму. Вот смотрите, за счет того, что у меня нижняя деталь чуть поменьше, у меня вот здесь получился вот такой перекат с краю. Я сейчас это приутюжу, вот этот перекат. И вставлю сюда вкладыш. Вкладыш я буду делать из вот такой термосалфетки. Обычная салфетка для кухни.
И выкраивать я уже буду, конечно, без припусков. Теперь я сюда вкладыш внутрь размещу. И размещу я его таким образом. Вот смотрите, вот эта верхняя часть, я его положу вот так, чтобы вот эти припуски, они были на нижней части. Смотрите. И везде я так выровняю, чтобы у меня сверху было ровно. Припуски все будут здесь, на нижней части. Когда я припуски размещу вниз, да, все выровняю, я здесь на расстоянии, может быть, 0,5 проложу строчку, зафиксирую вот этот вкладыш там внутри, чтобы он не скользил, никак не смещался. Можно сделать несколько строчек, да, как делают на некоторых кепках. Ну, я сделаю вот одну строчку, мне достаточно. Козырек готов. Внутренние срезы я тоже совместила и сметала их. Я уже выкроила околышек, который будет состоять из двух деталей. Детали у меня опять же разные по длине. Вот эта нижняя чуть короче, вот эта верхняя на сантиметр длинней. Нижнюю деталь я выкраивала следующим образом. Обхват головы плюс 4 сантиметра и плюс припуски на швы по всему периметру. Ширина у меня вот этой детали 4,5 сантиметра. В готовом виде она будет 3 сантиметра, ну, примерно. И вот таким образом у меня будет застегиваться на липучку. Деталь, которая сверху, она, ну, как я уже говорила, длиннее на 1 сантиметр, потому что она будет лежать сверху. Опять же повторюсь, да, вот смотрите, здесь я совмещаю вот эти срезы, и у меня получается ровно вот эта деталь, которая внутри, она ровно легла внутри. Когда я их буду стачивать, я нижнюю деталь буду также чуть-чуть растягивать, точно так же, как нижнюю деталь козырька. Теперь смотрите, я сделаю насечки по центру этих двух деталей. Так, это у меня верх, это низ. Значит, у меня козырек вот таким образом пойдет. Вот, то есть верхняя деталь козырька к верхней получается лицом к лицу. Соединяю вот эти метки здесь на козырьке, здесь и здесь. И я это все сейчас сметаю. Мне нужно будет вот эти две детали стачать, и между ними козырек пойдет. Вот таким образом стачивать я буду вот до сюда. И здесь то же самое от центра. Ну, как я уже говорила, я приметаю, потому что здесь радиус закругления достаточно такой, ну, небольшой. Вот, не очень просто здесь вот так вот просто иголками сколоть, поэтому я наметаю. Также точно вот отсюда пойду и примерно до сюда. Припуски в местах скругления я обрезала лишние ножницами зигзаг. И здесь ножницами зигзаг я обрезала только припуск козырька. Вот здесь вот так вот припуски эти раздвигала. Вот этих двух деталей околышка и туда ножницами обрезала. Вот что получается. Нужно сейчас это будет вывернуть все и отутюжить. Смотрите уже, что начинает получаться. Достаточно такая уже похожая на козырек вещь. Сейчас выверну вот это все и отутюжу.
Вот такой козырек получается. В принципе, сам по себе козырек уже готов. Можно было бы вот здесь вот туда сгибы внутрь подогнуть, проложить здесь строчку вот так по периметру, пришить липучку, и на этом все, козырек готов. Но я же хотела к козырьку косынку, чтобы она у меня каким-то образом к нему крепилась, и можно было ее снять. Косынку я уже выкроила. Смотрите, вот такой формы. Это был обычный треугольник. Здесь у меня по косой. То есть вот таким образом была ткань. Вот так вот располагалась. Я по косой обрезала. И обрезала здесь углы вот с двух сторон. И здесь снизу. Чтобы получилось вот так вот закругленно. Здесь у меня 58 сантиметров. Конечно, с двух сторон будут подгибы. Ну вот так вот по кругу. То есть примерно будет 55 сантиметров. И здесь высота этой косынки или банданы 43 сантиметра. Сюда я сейчас приклею полоску флизелина. Вот здесь вот у меня даже как-то закругленно получилось. Ну ничего страшного, можно закругленно, можно ровно. Не так уж здесь это и принципиально. Приклею флизелин и обработаю все по кругу на оверлоке. Готово. Теперь делаю сверху подгиб 2 сантиметра. Вот так вот строчку проложу. И здесь тоже небольшой подгиб. Ну сколько, может быть, 0,75 или 1 сантиметр. Ну вот таким образом тоже обработаю этот край. Косыночка готова. И крепить я ее буду к козырьку с помощью кнопок пластмассовых. Вот у меня есть кнопки синие, голубые, белые. Я подумала, как я ее буду крепить. Если бы я ее вот таким образом крепила снизу, да, что в принципе я изначально думала, то у меня тогда кнопки будут вот здесь и здесь соприкасаться с кожей. То есть, ну, могут отпечатки какие-то на лбу оставлять, да, что в принципе мне бы не хотелось. Поэтому я решила, что я ее буду вот таким образом крепить сверху к околышку. Сейчас я сделаю кнопки. Здесь, понятно, кнопки я буду делать насквозь. Делать я здесь буду, наверное, беленькие кнопочки подойдут. А здесь я буду делать кнопки только вот на этой наружной части, чтобы у меня внутри была кнопка, чтобы, опять же, у меня не было никакого отпечатка. Если я буду делать насквозь, вот таким образом, то у меня, ну, будут, да, на лице, где-то на лбу там. Ну, зачем мне это надо? Поэтому я буду делать кнопки только на верхней части. Сейчас сделаю разметку, наверное, на расстоянии 3-4 сантиметра. 3, 4, 5, ну, наверное, вот 9 кнопок здесь и 9 здесь.
Кнопки установлены, и как вы видите, нижнюю часть, когда я устанавливала кнопки, я сверяла ее с верхней частью вот в таком закругленном положении, чтобы потом у меня где-то не тянуло, где-то волнами не шло. Очень крепкие кнопки. Все, теперь я заутюжу здесь подгиб и здесь подгиб на этих двух частях и проложу строчку вот так вот по периметру, отступая от края 1-2 миллиметра. Этой строчкой я вот здесь вот сверху стачаю, а здесь ну, стабилизирую, что ли, да, такая отделочная как бы строчка тоже будет. Остался последний этап — пришить сюда липучку. И все, готово. Козырек готов. Сшила я еще одну косынку, вот такую симпатичную, с перышками. Вообще таких косынок можно нашить несколько разных цветов и менять их в зависимости от настроения и от одежды. Ну, а я сейчас надену козырек и продемонстрирую, как это смотрится. Отдельно козырек с этой косынкой. Так, наверное, волосы лучше выпустить по кругу. Иначе без волос я смотрюсь как работник Макдональдса. Ну, в принципе, с волосами тоже что-то напоминает отдаленно. Ну вот, смотрите. Но мне нравится. Вы знаете, когда в отпуске, да, летом где-то в жарких странах, надеть какой-то головной убор слишком жарко, тоже голова начинает потеть. А вот козырек, как мне кажется, самое то. Может быть, эти кнопки кому-то покажутся не очень симпатичными. Ну, мне на самом деле они не мешают, зато функционально. Сейчас пристегну одну косынку, затем вторую. Вариант номер 2 с голубой косынкой. Вот смотрите, так это смотрится. Я сначала застегнула, а потом концы вот сюда собрала и засунула вот сюда, затолкала. То есть, ну, мне кажется, очень даже симпатично смотрится. Вот вариант номер 3 с этой косынкой. Хочу сказать вам, дорогие мои, что я результатом опять-таки довольна. Мне нравится то, что я сделала. Я сошью, наверное, еще пару-тройку косынок разных цветов. И буду менять их, как уже говорила, в зависимости от настроения и от одежды. И в плане головного убора я к отпускному сезону полностью готова. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю чудесного летнего настроения. До свидания!